Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас на коррекции клиентка, у которой была вечная проблема со сколами со свободного края. В прошлый раз мы с вами разобрались таки, как же эти сколы победить. Кто не видел прошлое видео, обязательно посмотрите, потому что мы с вами там именно об этом разговаривали. И поскольку мы таки научились побеждать сколы на этих ногтях, сегодня мы будем делать по той же схеме. Как обычно, переходим к коррекции. В данном случае клиентка у меня длину не носит, клиентка у меня косметолог, поэтому ей нельзя длинные ногти. Будем убирать длину по максимуму, для того, чтобы ей ничего не мешало. Поэтому фрезером убираем материал с поверхности ногтевой пластины и сразу же убираем длину практически в мясо. После того, как мы выполнили всю работу фрезером, переходим к работе пилочкой. Оформляем форму свободного края и проходимся пилочкой в районе кутикулы. Далее все как обычно. Отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и переходим непосредственно к моделированию. А вот тут у нас начинается самое интересное. Моделировать мы сегодня будем при помощи акрилатика, но акрилатик у нас непростой, мы его смешали самостоятельно путем добавления в камуфлирующий акрилатик пигментов и такой себе хлопьевой фольги. В свое время, когда я покупала этот материал, он назывался жидкая фольга. Это такие очень мягкие пигментные хлопушки, очень похожи на юки, но немножечко другого качества. И именно такие хлопушки я замешала вместе с пигментами и с блестками в акрилатик. И этим материалом выкладываю полностью архитектуру. Получается вот такой вот очень интересный материал. Вообще, на самом деле, акрилатик – это благодарнейшая вещь. В него можно замешать все, что угодно. Хотите – замешиваем пигменты. Хотите – гель-лаки, гель-краски. Все, что красится, можно замешать. И самое интересное, что конкретно тот материал, на котором я работаю, ссылочку, кстати, на него я вам оставлю в описании, он просыхает с этим совсем безобразием в любой толстый слой, в который я хочу его укладывать. При этом просыхает полностью и совершенно нигде никаким образом не балуется. Чего я только уже не пыталась в него замешивать, совсем все проходит отлично, замечательно. После того, как мы сделали выкладку и полностью просушили ноготочки, переходим, конечно же, к опилу. Выпиливаем ту форму, которая нам необходима.
Конечно, эту форму можно было и выложить, если бы немножечко задержаться на этапе выкладки. Но я люблю пилить. Я лучше попилю, чем буду заморачиваться с выкладкой. После того, как у нас ноготки полностью опилены, переходим к выпиливанию натурального ногтя. В данном случае нам надо выпилить его максимально полностью, чтобы он у нас под низом не баловался. А теперь дизайн на этих руках. Мы сегодня будем рисовать клубничку. В данном случае на одном пальчике при помощи 71-го красного моего любимого цвета вырисовываем пятно в форме клубнички. Потом добавляем светотени, добавляем семена у клубнички, добавляем хвостик, и в принципе клубничка готова. Здесь даже и объяснять нечего. Для того, чтобы сделать тень на клубничке, я смешала этот же красный оттенок с капелюшечкой черного. Получился темно-вишневый цвет, и именно этим цветом я добавляю тень своей клубники. А вот для того, чтобы сделать светлый бочок своей клубнички, я в этот же 71 цвет добавила немножечко оранжевого неонового пигмента. Получила неоновый оттенок, и этим оттенком вырисовываю светлый бочок. Далее зеленый листик на клубничке. Конечно же, куда клубничка без зеленого листика? Если оторвать листик, у нее вытечет весь сок, и она перестанет быть такой вкусной. Поэтому рисуем свеженький зелененький листик сначала темно-зеленым цветом, а потом светло-зеленым неоновым оттенком расставляем опять же световые пятна, для того, чтобы подсветить наш листик, оживить его, и для того, чтобы он загорелся изнутри. В серединку лепестка рисуем опять же темно-темно-зеленый оттенок цвета, прокладываем для того, чтобы показать самое темное место. После того, как мы проработали наш листик, расставляем семена у нашей клубнички сначала черным оттенком, а потом добавляем немножечко желтого, для того, чтобы наши семена опять же были более объемные. А теперь самое сложное и самое интересное, то, что делает нашей клубнике фактуру. Смотрите, у меня был красный цвет, я в него добавила оранжевый пигмент. Потом я в смесь красного с оранжевым пигментом добавила немножечко белого цвета, и этим оттенком вырисовываю сетку вокруг своих семян. Именно эта сетка добавляет фактурности моей клубники, но обратите внимание, сетку я рисую не по всей клубнике, а только со светлой стороны. На темную сторону я дотягиваю буквально остатки с кисточки, чтобы там было максимально прозрачно. Ну и кое-где на самом светлом месте добавляю белого в качестве бликов. Это опять же освежит мою клубнику и сделает ее более объемной.
А теперь непосредственно мелкая прорисовочка. Прорисуем сам листик, добавим ему немножечко фактурности и саму клубничку обведем черным цветом, сделаем ее более графичную. Вот такая вкуснятина у нас сегодня получилась. Надеюсь, вам этот маникюр понравился, потому что выглядит он очень свежо и вкусно. Надеюсь, вы обязательно попробуйте смешать свой акрилатик с чем-нибудь и посмотрите, насколько... Я же очень жду ваши комментарии и лайки, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!